Добрый день, я Резеркон. В этом видео я, действующий геймдизайнер, буду анализировать трейлеры игры Elden Ring и на их основе определять, какой выйдет игра. Я не смотрел и не читал никакие другие работы людей по анализу этой игры, так что все мнение личное. Я ставлю своей целью предугадать образ этой игры, чтобы игроки могли потом сопоставить это с вышедшей игрой и проанализировать, что создатели упустили, а что, наоборот, сделали лучше. Знаете, как если смотреть обзоры игр, то журналисты обычно говорят о каких-то ошибках авторов, что там не досмотрели тут. Мне же интересно не обвинять авторов, а предлагать что-то конструктивное и при этом превентивно. Я же говорил, но, конечно, рискую создать абсолютно неинтересный образ, но тем самым подтверждаю, что авторы молодцы. Надеюсь, моя цель вам ясна. Приятного просмотра. Начать разговор об Elden Ring стоит с самого названия. На староанглийском это древнее кольцо, либо Элден это имя мальчика, опять же в староанглийском. Хотя в таком случае оно было бы Elden's Ring. И так мы понимаем, что имеем дело со староанглийским сеттингом. На это указывают и некоторые другие слова в трейлерах. В этом мире присутствует сочетание различных европейских культур. Тут и скандинавский великан, валькирия, средневековые храмы, множество различных символов, вдохновленных мифологией и историей. И самое явное, что мы видим, это огромное древо. Оно является символичным во многих культурах и отражает рай, ад и место людей. Самое известное это Игдрасиль. Здесь мы видим, что все действие происходит у ветвей древа, то есть в раю или мире богов. Либо это просто метафора. Сам символ Elden Ring отсылает нас то ли к кельтскому трикветру, символу цикла, что очень в духе серии Souls, то ли к кольцам Боромео, символу единства божественного. Я думаю, что имеет место быть и то, и то. Имя нашего героя, за которого мы будем играть, Tarnished, потускневший. Складываем эти наименования и значения и получаем довольно понятный и наглядный сюжет. Великое место, земля элит, было потеряно. Древнейшее кольцо, что объединяло всех и было источником силы этого места, разрушено. Осколки его разбросаны вокруг, каждый желает получить его часть, сражаясь с соседом. Бывший рай стал адом. Потускневший соберет кольцо воедино, принесет его к истокам древа, восстановив благодать, однажды потерянную. Из чего мы делаем первый вывод геймплея. Мы должны в одиночку или в компании с другими потускневшими собрать все осколки и принести их в центр мира. Силы или дипломатии. Но, конечно, в основном силы. На самом деле сюжета я сильно касаться не буду, если не вижу в этом геймплейной подоплеки. Поэтому дальше мы определим основную тему игры, проблему сеттинга, и от этого будем отталкиваться, не обращая внимания на сюжетные детали. Что такое тема игры? Это основная идея, проблематика игры. Тема Тетриса, например, упорядочивание хаоса. Тема Марио — движение к цели. Это определяет всю основу игры, насколько качественно раскрыта тема. Для определения темы Elden Ring мы имеем кольцо, древо, потускневший, король, разруха, замкнутый мир, чемпион, владыка, золотой порядок. Именно эти существительные можно выделить из того, что мы видим в трейлере. И из них я определяю тему игры как стоит ли погоня за личной выгодой, разрушения, децентрализации мира. И, пожалуй, стоит пояснить. История будет показывать последствия междуусобной войны великих существ. В трейлере нам прямо говорится, золотой порядок разрушен до основания. Показывает короля на картинах в геймплейном виде, в синематичном виде. История войны богов вообще классическая в мифологии. Лично я сходу вспоминаю индийский миф о том, как боги пахтали океан, чтобы добыть нектар бессмертия. И там такое мясо началось потом, боги, демоны, вселенские баталии. Так вот, король. Классический персонаж, который был ведом жаждой власти. И, видимо, настолько одержимый этим кольцом, что отрастил себе десятки рук, так хотел его носить. Но в результате никакого порядка, война и все проиграли. Здесь сделаю небольшое отступление в историю, что по сути это моделирование регресса человечества в замкнутом обществе. Вся история нас как вида состояла из того, что мы объединялись. Семья, племя, община, деревня, город, область, страна, союзы. Здесь же мы видим обратную картину, как то, что было целым, разделилось и начался хаос. И перед героем, потускневшим, стоит выбор стать чемпионом или владыкой.
Сложно сказать, что конкретно здесь имеют в виду авторы, но я это сделаю. Чемпион в малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона чемпион определяется как лицо в средневековье, заступавшее вместо одного из участников судебного поединка. Впоследствии рыцарь, добровольно сражавшийся за беззащитных людей. Выписка из Википедии. Лорд же это феодал, землевладелец, господин, хозяин, владыка. Так что, если верить трейлеру, перед нами станет выбор воспользоваться хаосом, чтобы получить власть и подчинить остальных, либо стать чемпионом, сражающимся за беззащитных, и изменить это место. Итак, повторю тему. Стоит ли погоня за личной выгодой разрушения, децентрализации мира? Проблема сеттинга в принципе понятна, как и то, почему этому миру нужны мы, герои. Мир разделен на части, мы же имеем силу части собрать воедино. Мы отстранены от этой жадности, мы игроки, нам в целом этот мир по боку, мы от него не зависим, мы выше его. Итак, с сюжетной частью разобрались, теперь наконец можно приступить к тому, как в эту игру играть. От существительных я перейду к глаголам. Говорить я буду в основном о герое, которым управляет игрок, но употреблять слово «мы», обозначая синергию игрока и героя. Начну с очевидного. Мы можем ездить на скакуне, сражаться пешим или конным, призывать других потускневших. Мир будет открытым. Он и в прошлых играх From Software не был особо закрытым, но все же не настолько. Скорость игры, возможности экипировки будут ближе к Dark Souls, нежели Sekiro. Это же касается и сюжета. Он более простой в своей структуре, но углубляется интересными персонажами и событиями. Мы сможем сражаться в дальнем бою, ближнем, магией, можно будет использовать щит, дурацкие костюмы тоже на месте. В мире будет присутствовать система костров, вон на обелиске стоят. Так что все нормально, не надо будет большую часть игры скакать туда-сюда. Нашей целью будет достать со всех боссов части кольца и принести его к древу. А сражаться мы будем в основном против 3 или 4 фракций. Названия условные. Западноевропейская фракция, скандинавская, зверье и, возможно, орки. Но, может, они войдут во фракцию зверья. Плюс в самой фракции западноевропейской раскол на бывшего короля и нынешнюю королеву. Так что сделаю свою ставку на 4 фракции в любом случае. Это из очевидного. Ну, относительно очевидного. Из более детального выделю следующие пункты. Оружие, взаимодействие с миром, прокачка и сложность. В трейлере мы видим следующие виды оружия и экипировки у героя. Одноручный меч, рог, двуручный меч, лук, факел, щит, изогнутый двуручный меч, большой лук, плеть, посох, парные мечи, двуручный молот, копье, парные когти, большой щит, куб призыва. Из чего делаем следующие выводы. Скакун призывается рогом. У персонажа будет много характеристик для прокачки, как в Dark Souls'ах. Из врагов мы, кстати, будем собирать золотую пыль, что в этом мире, в котором там и тут появляется золото, в названиях, архитектуре и ландшафте, является основой, как души в Dark Souls'ах. Удар изогнутым двуручным мечом был совершен с отскоком, значит боевая система будет еще больше различаться от оружия, чем раньше. Больше внимания уделено позиционированию, что в сочетании с открытым миром говорит нам: вы более свободны в творчестве битвы. Можно будет подкрасться к врагу, атаковать его с лошади на ходу, ворваться с тяжелым оружием и при этом оставаться мобильным и не получить удар в ответ, раскачивая противника. А можно ворваться с тяжелым оружием и наносить урон в лицо, дуэлиться на легком оружии, делая мелкие подшаги или быстрыми ударами уничтожать врага, пока тот не успевает опомниться. Блокировать его атаки большим щитом, парировать маленьким и, что немаловажно, блокировать атаки даже оружием. Касательно блока оружием, это была проблема в серии Souls, а точнее с тем, что в Sekiro игроки Souls'ов не могли привыкнуть к геймплею, потому что в Sekiro действительно можно блокировать атаки, а не только уворачиваться. Этот геймплейный опыт, судя по всему, понравился From Software, и блоки оружием в Elden Ring будут более эффективные, что тоже, разумеется, разнообразит стиль игры. Также мы видим, что обычное оружие, меч и копье, приобретает магическое свечение, усиление. И это не просто призыв магического оружия, это именно усиление текущего оружия. Из чего делаю вывод, что магия будет не только уделом магов и клириков.
но и, можно сказать, нового класса боевых магов. Больше значимости приобретает магия бафов, что, опять же, добавит разнообразие геймплея. Из чего, опять же, повторю вывод, в игре будет много разнообразия. Игрок творец в этом мире, он будет играть как хочет. Почти. Взаимодействие с миром. К сожалению, взаимодействие с миром нам особо и не показали. Автоматически можно сказать, что будет собирание лута, открытие дверей, перемещение по лестницам, просто как база. Активация костров, обелисков в нашем случае, сражения. Из нового можно будет подпрыгивать на батутах из ветра, что в целом не особо повлияет на геймплей, разве что нужный элемент для перемещения на скакуне, и нужно будет активировать эти батуты, чтобы куда-то попасть, своего рода метроидвания. И, что мне кажется более важным, костры как костры. Нам его показали на несколько секунд, но можно будет сидеть у костра и восстанавливаться, проводить прокачку и создание предметов. Костер — это образ безопасного места, а безопасное место в Souls-like игре не может быть просто так. Либо в игре будет анимация сидения, и этот кадр был чисто для атмосферности и отсылки на Вальхейм. Но этот костер мне кажется слишком интересным, так что сделаю еще одно смелое предположение о его геймплейной значимости. Костер можно поставить в определенных местах как временное безопасное место, где можно восстановить эстус. Это будет требовать расходных ресурсов, с этого костра нельзя будет телепортироваться, костер нельзя поставить во время боя. Зачем вообще этот костер? Ну то есть да, можно восстановить эстус, но и у обелисков можно восстановить эстус. Зачем такие временные костры вводить в игру? Все по той же причине открытого мира. И еще одно, о которой я скажу чуть позже. Но эти костры будут выполнять успокаивающую функцию. Мы постоянно будем перемещаться, сражаться, развивать большую возможную скорость. И чтобы утихомирить трафик, будут введены такие временные точки. Обелиски перестанут выполнять функцию восстановления эстуса и будут в основном направляющими. Если раньше мы от костров строили свою тактику прохождения, чтобы там посражаться, там полутаться, вернуться, восстановить эстус, пойти в другое место, то теперь обелиски — это точки отправления, но не точки возвращения. По сути, исследуя локацию, мы будем останавливаться у таких костров, восстанавливаться и идти дальше. Если вместо таких временных костров будут обелиски, то в большом открытом мире мы просто запутаемся, потому что будет слишком много точек направлений. При этом халявный эстус каждые 3 метра. Надеюсь, вы уловили мысль. А если таких костров не будет совсем, то это будет просто душка открытым миром. И все забьют на него и будут считать минусом игры. Прокачка. Тут тоже не так много отличий от Souls серии, по крайней мере нам не показали. Так что сделаю смелый прогноз, в какую сторону игра должна развиться в плане прокачки. Если этого не будет в игре, вам судить, упустили ли разработчики эту возможность, или я дурак и ничего не понимаю. Прокачка будет разделяться на следующие виды. Прокачка характеристик, оружия, брони и навыков. Прокачка характеристик будет знакомой, но понятнее. Вместо жизненная сила, стойкость, физическая мощь, ученость, сила, ловкость, интеллект, вера, удача будет сила, ловкость, живучесть, выносливость, интеллект и удача. То есть да, их будет меньше, но они будут четче регулировать стили игры. У нас есть стиль сильных ударов, когда бой начинается с доминации героя. Есть подвижный стиль с разными видами оружия, но заточенный на позиционирование. Стиль танка, когда герой идет напрямую, принимает удары, отвечая больнее. Стиль дуэльных поединков, где герой блокирует удары, парирует, изматывает противника. Стиль магов, которые комбинируют дебафы, бафы, атакующие заклинания разных видов, чтобы победить противника, прежде чем он доберется до него. И удача, которая выступает не отдельным стилем, а скорее чем-то общим для поиска лучшего для себя. У всех этих стилей есть явные, сильные и важные характеристики. Но, конечно, min-max также не предусмотрен как очевидная выигрышная стратегия развития, потому что интеллект будет важен для всех стилей, чтобы использовать навыки, живучесть, чтобы выживать от шальных ударов, ловкость, чтобы избегать ударов, сила будет влиять на весь урон, выносливость, чтобы наносить больше ударов. Таким образом, все эти характеристики будут важны для любого стиля, но при этом подчеркивать тот, который интересен игроку. Творчество битвы опять же. Ну а сама прокачка в плане скорости и сложности
будет на уровне Dark Souls 3. То есть нет критических отметок, как в Sekiro, но и не будет сверхбыстрый, не будет аннулировать навыки самого игрока, не будет так сильно доминировать во влиянии на прохождение, чем грешат многие подобные проекты. Оружие. Прокачка оружия останется такой же. Условный титанит, кузнецы, мерцающий титанит для особого оружия, фарм, новые кузнецы с более крутым титанитом и все прочее. Броня будет прокачиваться в сумме так же сложно, как оружие. То есть сложность прокачки будет не 1 к 5, что на оружие нужен 1 титанит, на шлем 1 титанит, на доспех 1 титанит и так далее. А так, что на оружие нужно 3 титанита. И на шлем плюс доспехи, плюс поножи, плюс наручи, плюс сапоги нужно тоже 3 титанита. Условно, конечно. Опять же, чтобы у игрока было больше возможностей творить. Потому что отчаянная прокачка брони нужна только танку. Поэтому прокачка брони выбивается из других стилей. Если же она будет такой же простой, как прокачка оружия, то может быть полезной для любого стиля. Навыки. Это то, что я считаю главным отличием от Souls серии. Вспоминая условный класс боевого мага, навыки в Elden Ring будут нужны всем. Это то, что развивает идею игрока как творца, дополнительные инструменты. По сути, навыки будут представлять собой заклинания, будут зависеть по большей части от интеллекта, но также будут и навыки ведения боя. Например, усиление оружия, как мы уже видели, усиление тела, скрытность тоже будет навыком, а не отдельной полноценной механикой. Особые удары со скакуна, финты в бою, если можно это так назвать. В общем, приемы, активация которых позволяет лучше раскрыть стиль игрока. Конечно, в основном это будет магия, чтобы другие стили, можно назвать это просто классы, хотя не особо подходит, ведь ограничений геймплейных не будет, лишь предпочтение игрока и выгодные варианты развития. Ну так вот, чтобы другие стили не страдали головной болью о том, что нужно качать навыки. Они будут довольно сильно разграничены, но даже в слабом виде полезны. Сама прокачка навыков будет такой, что мы сможем выучивать навыки у персонажей, покупать их или выбивать с босса, а затем прокачивать за золотую пыль у обелиска или персонажа. Каждый отдельный навык, но при этом не будет какого-то древа навыков. Каждый навык будет отдельным, зависеть от своих характеристик и не будет зависеть от оружия. По крайней мере, не все. И все это вытекает в особенность этой игры в рамках творчества From Software. Она будет легче. Но она будет легче не в том плане, что казуальщина, боссы будут умирать с 2 ударов и вы никогда не умрете. Нет. Она будет легче в плане понимания, осознания, что ты вообще делаешь. Она будет разговаривать с игроком более понятным языком. Каждая его ошибка будет четкой, ясной. В голове не будет «Почему я умер?» Типа, а что мне сделать, чтобы не умереть? А вместо этого игрок будет понимать. Зря я на скакуне ворвался, надо было потихо. Менять стиль нужно. Или, черт, вот здесь надо было применить навык, зря я пожадничал выносливость. Или, так, этих ребят сложно взять нахрапом, надо, может, просто обойти их или надеть лучше полегче броню, а то совсем не уворачиваюсь. Игрок сможет творить, но при этом всегда будут какие-то ограничения, которые он не сможет преодолеть тупым минмаксом. У Elden Ring будет больше стратегической составляющей. Затем весь этот открытый мир сделан. Он прямо просит: давай, познай меня, попробуй, твори. И тут мы вспоминаем тему игры. Стоит ли погоня за личной выгодой разрушения децентрализации мира? Сила, которой мы можем овладеть, будет постоянно сбивать нас с пути. Мы будем постоянно отвлекаться ради того, чтобы стать сильнее, уничтожать все больше противников, искать все больше лута, менять свой стиль, подстраиваться, улучшаться. И при этом самая большая выгода для нас — это разрушение, убийство других, отнимание у них золотой пыли. Хотя достичь нашей цели изначальной будет гораздо проще, чем нам кажется. Но мы не захотим этого. Ну, либо захотим, в этом и тема. Жадность, куда она нас приведет. Пойдем ли мы по стопам тех, кто разрушил этот мир? Или же будем ведомы идеалом и двигаться к цели восстановить порядок? Из-за чего я сделаю вывод, который не показан в трейлерах, но который нужен для раскрытия этой темы.
Как в Dishonored от наших поступков мир меняется, миссии наполняются крысами, чумными или нет, меняется сюжет. Так и в Elden Ring, чем больше мы прокачиваемся, чем сильнее мы становимся, тем сильнее будут наши противники. Уничтожив в одной фракции 10 раз всю локацию, мы меняем баланс сил, и другая фракция благодаря этому становится сильнее. И когда мы встречаемся уже с ней, нам приходится доставать еще больше сил. Стоит ли погоня за личной выгодой разрушения, децентрализации мира? Порядок в этом хаосе, в который мы вступили, имеет ли он смысл для нас или нет? Только вам решать. Такой я не вижу, но скорее хочу видеть эту игру. Опять же, я делал выводы только из трейлеров. Только сам и делал их смело. Я верю, что мои решения это то, что нужно игре, какой она должна выйти. Если вы со мной не согласны, пожалуйста, можем поспорить в комментариях, например. И, конечно, самый главный смысл и интерес этого ролика, этого исследования, в том, чтобы посмотреть, как создатели обошлись с тем, что показали. Насколько они смогли лучше раскрыть тему, лучше сделать геймплей, удивить игроков. Потому что если я угадал со своими смелыми выводами, которые, правда, порой основываются на геймдизайнерском чутье, нежели каких-то фактах, то шикарно. Если нет, то это лишний повод поругать разработчиков или меня, в зависимости от того, в какую сторону я не угадал. А если есть вокруг игры обсуждение, значит уже хорошо, уже интересно. И подвергать себя таким рискам осуждения тоже интереснее, чем обозревать игру после ее выхода и говорить, что вот тут что-то там, ик-пук, можно было сделать. В идеале я бы, конечно, хотел делать анализ и предсказывать игру по короткому описанию, но, конечно, это невозможно в текущей индустрии, так что делаю по трейлерам. Можете посмотреть, например, ролик по Прагмата. Я там менее детально, конечно, все разобрал, но даже так. Трейлер у нее довольно содержательный оказался, хотя на первый взгляд кажется мешаниной. А поддержать меня можно, купив мои игры в Steam. Ссылка в описании, конечно. Спасибо.